Россия готовит повторное наступление на Киев. После атаки шахедов по Кривому Рогу шахтеры застряли под землей, а в Германии остановился общественный транспорт. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Планы россиян на ближайшее время. Когда следует ждать новое наступление на українську столицю? Для них при цьому потеряти 30-40 тисяч людей, для них це не проблема. Це для нас велика проблема. Для них це не проблема. Выборы на носу. Кремль пытается сделать так, чтобы стало все равно, идти или не идти голосовать. Власть еще боится даже просто присутствия физического. За что судят Грету Тунберг и может ли она попасть за решетку? Мы должны помнить, кто является настоящим врагом, что мы защищаем, кого должны защищать наши законы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это очень важно для того, чтобы YouTube показывал это видео большему количеству людей. Поехали. Россияне будут снова пытаться отсечь Украину от Черного моря и снова окружить Киев. Об этом говорит генерал-майор Вооруженных сил Украины Марченко в интервью українському журналісту Дмитрію Гордону. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість, і для них при цьому потеряти 30-40 тисяч людей, для них це не проблема. Це для нас велика проблема. Для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей, їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато територій, і я скажу, що зараз не треба розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська і знову піти. Тому ми маємо зробити все для того, щоб до цього підготуватися. Генерал говорит, что, скорее всего, россияне попробуют возобновить наступление с юга. Пока они будут это делать, военно-политическое руководство Украины должно подготовиться к атаке на столицу. После российского ночного обстрела Кривой Рог остался без света из-за повреждения одной из подстанций Укрэнерго. Более того, обесточенными оказались несколько шахт этого района, и около сотни горняков остались под поверхностью земли. К счастью, на утро они были все спасены. Все 113 шахтеров на поверхности. Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам КЖРК и Арселора. Электричество тоже вернули, про пострадавших не говорят, будем надеяться, что все обошлось. Вслед за начальником Главного управления разведки программную статью написал и украинский главнокомандующий. CNN ее опубликовали, а сайт Вооруженных сил Украины выложил украиноязычную версию. Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах, использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые возможности и пути получения преимущества. У нас уже есть возможность уничтожить врага и обеспечить существование государственности. Наша цель должна состоять в том, чтобы воспользоваться моментом. Валерий Залужный выделил беспилотные системы и их применение как ключевой фактор, необходимый для победы. И факторы, негативно влияющие на применение сил обороны, он тоже выделил. Это нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, которая приведет к сокращению военной поддержки. Это высокая вероятность провоцирования России конфликтов, по примеру Израиля и Йемена, и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины. Истощение у партнеров Украины запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боев в Украине и невозможности их быстрого изготовления в связи с мировым дефицитом пороха. Недостаточная эффективность санкционной политики, существенное преимущество противника в мобилизационном человеческом ресурсе и несовершенство оборонно-промышленного комплекса Украины. Вместе с тем, неопределенности дальнейшего характера вооруженной борьбы Валерий Залужный выделил как один из факторов, который будет мешать. Россия должна проиграть эту войну, говорит так британский министр обороны. Еще он говорит, что Британия живет во все более опасные времена. И в прошлом месяце набор в армию увеличился в 2 раза. Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за нами, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь – это путь, который всегда побеждает.
Министр говорит, что другие режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за Россией из реакции на ее действия, а затем могут напасть и на западные страны, когда поймут, что те обессилели. Чем ближе к выборам в РФ, тем больше интересных историй всплывает на поверхность. К примеру, Центр избирком решил не учитывать голоса тех, кто выехал за границу. Они для российского ЦИК не избиратели. Издание агентства заметили эту интересную особенность у себя в телеграм-канале. ЦИК пишет, что общая численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года 112 миллионов 309 тысяч. Притом говорят, что учли жителей оккупированных территорий. За пределами России 1 миллион 890 тысяч. Это немногим больше статистики 2018 года на 15 тысяч. Но ведь на самом деле Россию только за последние несколько лет покинуло от полумиллиона до миллиона человек. И даже с учетом вернувшихся, общее количество должно стать значительно выше. Все это может привести к тому, что для всех, кто захочет проголосовать за границей, просто не хватит бюллетеней. Кроме того, тех, кто не уехал, а остался в стране и будут голосовать в тяжелых для Путина регионах, так или иначе склоняют к голосованию в дистанционной электронной форме, так называемый ДЭГ. Несмотря на то, что практически невозможно вскрыть фальсификации при проведении ДЭГ, власть еще боится даже просто присутствия физического и каких-то там возможных утечек информации из той комиссии, которая организует ДЭГ. Всех людей, зависимых, скажем так, от начальства, заставляют регистрировать вот в этих регионах, регистрироваться для участия в ДЭГе. Причем Московская область, которая является чемпионом по фальсификациям в России, которая в прошлом году с помощью ДЭГа показала рекорд, 64% явка. А независимые журналисты, которые проводили опросы, они выявили, что практически никто из опрошенных, если сплошняком опрашивать на улице в Московской области, в городах Московской области, не голосовал. Но, тем не менее, они в прошлом году показали 64%, и сейчас Московская область опять прославилась таким, казусом. У людей стали в личных кабинетах на госуслугах появляться заполненные заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Получается, что результат на выборах президента России, так сказать, защищен со всех сторон. Масштабная забастовка в Германии. По всей стране останавливается общественный транспорт. Водители автобусов, трамваев и метро во главе с профсоюзом требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Стачки проходят во всех федеральных землях, кроме Баварии. Там не ведутся тарифные переговоры. Ассоциация работодателей, к сожалению, выдвинула встречное требование, которое, по нашему мнению, является возвратом к средневековью. Они хотят ввести 43-часовую рабочую неделю на добровольной основе и отменить защиту от увольнения, на которое мы имеем право после 15 лет работы. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены объявить забастовку, иначе мы бы не стали бастовать. Протесты должны прекратиться в ночь на 3 февраля, но водители могут вернуться к подобным акциям, если их требования не будут услышаны. Нужно помнить, кто настоящий враг, говорит Грета Тунберг перед началом судебного заседания. Она и еще 4 активиста-эколога предстали перед британским судом по обвинению в нарушении общественного порядка во время акций протеста перед конференцией по нефти и газу. Все 5 подсудимых возрастом от 19 до 59 лет, и все они не признали себя виновными, а обвиняются в том, что в прошлом году они не выполнили приказ офицеров полиции перенести свою акцию протеста в специально отведенное место рядом с конференцией. Эти корпорации разрушают и дестабилизируют климат, биосферу и сами условия жизни, от которых зависит наше выживание. Они вытесняют и уничтожают жизни и средства к существованию бесчисленных людей. Несмотря на то, что это мы стоим здесь, а климатические, экологические и правозащитные активисты по всему миру подвергаются преследованиям, иногда осуждаются и получают судебное наказание за действия в соответствии с наукой, мы должны помнить, кто является настоящим врагом, что мы защищаем, кого должны защищать наши законы.
Если их признают виновными, то им грозит максимальный штраф в размере 2500 фунтов стерлингов. Это примерно 3160 долларов каждому. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, нужна любая ваша реакция, это очень важно, ведь мы хотим знать, что вы думаете о том, что происходит и о том, что мы вам рассказываем. Не забывайте подписываться на наши каналы, ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.